Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшний видеоролик можно назвать просто «Наши цветочные будни». Многие наши подписчики просят показать и рассказать о тех или иных растениях, которые участвовали в наших видеороликах. То есть обрезались, пересаживались, реанимировались. Вся информация есть на нашем форуме. Под каждым видео размещены фотографии, своего рода фотоотчет и описание, то, что сейчас происходит с растением, как они себя чувствуют, развиваются. Поэтому вы можете зайти, ознакомиться, посмотреть. На данный момент у меня дома находится несколько растений, которые участвовали в съемках. Это антуриум кавали, пенек бывший, который обрезался и пересаживался. В конце видеоролика я говорила, что еще не решила, стоит ли его пересаживать в горшок большего объема, либо оставить в старом. Все-таки я его пересадила, обрезала часть старых корней, выбрала горшок поменьше, посадила. Как видите, растет, отлично развивается и чувствует себя прекрасно, выпускает новый листик. Следующее растение – это антуриум юта. Не так давно снимался видеоролик о нем. Он также пересаживался. Это было вновь приобретенное растение. На данный момент вот такого прям явного роста не наблюдается. Но не будем забывать, что растение не так давно было пересажено, к тому же корневая система у него была обрезана. У него почти не было корней. Как видите, листья тургор не потеряли. Растение прекрасно себя чувствует. На данный момент наращивает корневую массу. И следующий красавчик – это антуриум коралл, который также пересаживался в одном видеоролике вместе с антуриум юта. Корней у него осталось гораздо больше после обрезки, чем у юты. И вот повыше он стал, конечно, подрос за это время. Выпускает опять же вот новый листик. Еще не раскрылся. Тургор листья не потеряли. Растение чувствует себя прекрасно. Растет, развивается. Но главные герои сегодняшнего видеоролика – это совсем другие растения. Новички, скажем так, которые также требуют пересадки. Чем мы сейчас с вами займемся. Еще один старичок, участник предыдущего видеоролика. Мы пересаживали, вернее омолаживали тогда большой взрослый куст ванилы, отделяли от него деток. Все детки нашли своих новых хозяев. У меня остался вот этот экземпляр. Остался почему? Потому что, скажем так, он был самый проблемный. То есть воздушных корней на нем совершенно не было. И я оставила его понаблюдать, посмотреть, что будет дальше. Как видите, корни он нарастил. И нарастил неплохо. Корни зеленые только потому, что находился антуриум в пластиковом стаканчике. То есть сюда попадал солнечный свет, отсюда и зеленые корни. Надо было, конечно, поместить его в какую-нибудь емкость, притенить. Тогда бы корни были нормального цвета. Но сейчас это растение уже можно пересадить в горшок большего размера. Для начала я обрежу старые листья. Эти листья уже свое отработали. И на данный момент растению не нужны. Обрезаем. Далее берем горшочек большего объема. На дно грунт второго состава. Крупной фракции. И будем пересаживать. Аккуратненько обрезаем дно стаканчика. Здесь по краю. Аккуратненько, чтобы не повредить корни.
И берем, чтобы не тормошить земляной ком. Стараемся так аккуратненько посадить в горшочек. Оп. Дальше присыпаем грунтом. И растение в таком более объемном горшочке будет гораздо быстрее развиваться. Да и выглядит посимпатичнее, чем в пластиковом стаканчике. Все. Отлично. Посажено. Сверху опрыскиваем любым биостимулятором. Мы используем HB101. Хотя, в принципе, пересадка была самая щадящая. Земляной ком у растения был не нарушен. Но, тем не менее, я думаю, что опрыскивание будет ему не лишнее. Все, теперь растение отправляется в тепличку, где хорошее освещение, влажность и температура. Итак, герой нашего сегодняшнего ролика, новичок, и даже не один, это Anthurium Green Queen. На сегодняшний день это довольно-таки редкий сорт, встречается не так часто. Это крупное растение с большими листами и большими зелеными цветами. Размер прицветника у взрослого растения составляет примерно 20 сантиметров. Сорт довольно-таки редкий. Попал он ко мне вот именно в таком виде, как вы его сейчас видите. То есть хозяйка извлекла его из горшка, поставила в воду и передала мне. Про наращивание корней в воде я ничего не могу сказать. Ни плохого, ни хорошего. Единственное, что процесс этот не быстрый и не всегда удачный. Ну, мои растения не так долго стоят в воде, поэтому вытаскиваем, смотрим, что у нас имеется. Первая детка. Как видите, листики симпатичненькие, без повреждений. Корневая система. Старый корень и молодые воздушные листики. Но с такой корневой системой растения уже можно смело сажать в грунт. Итак, старые корешки я отрежу. Оставлю только молодые воздушные. Стараюсь аккуратненько, чтобы вот этот корень не повредить. Все-таки ножом мне удобнее. Оп. А вот готов. Видите, какой красавчик получился. Следующий. Смотрим его корневую систему. Опять же молодые воздушные корешки. Их здесь 4 штучки. И старые корни. Старые корни, я так думаю, что тоже не нужны. Вполне достаточно будет этих воздушных корешков. Поэтому их мы обрезаем. Это тоже довольно-таки старый. Уже, я считаю, не очень нужный корень. Да и это тоже не совсем хороший. А вот что осталось, 4 корешка, вполне достаточно для этого маленького растения. И следующий, более взрослый экземпляр. Давайте обратим внимание на листья этого растения. Это солнечный ожог. И здесь то же самое. И здесь. Эти листья я обрежу. Во-первых, работать они в полную силу уже не смогут. И опять же, любые механические повреждения – это риск появления грибковых заболеваний. А нам этот риск ни к чему. Обрезаем. Ну и опять же,
листовая масса должна соответствовать корневой. Вот сейчас у нас все соответствует, все в гармонии. Убираем сухие чешуйки и также посадим растения в грунт. В принципе, их немного. Так, для посадки мы будем использовать грунт второго состава, крупная фракция. Маленькие растения посадим в маленькие стаканчики, большое в большой двойной горшочек. Насыпаем микорризу. И сюда также. Готово. Давайте пересадим сначала малышей, а затем уже взрослого. Подсыпаем. Все это делается довольно-таки быстро. Одно растение посажено. Следующий малыш. Повторюсь, грунт второго состава должен быть крупной фракции. То есть вам сейчас хорошо видно, что он отлично берется рукой. И все. Оп. Быстро делается. Еще одно растение у нас посажено. Все быстро. Готово. Итак, у нас получились отличные кустики. Со временем становятся пышными и красивыми. Листовые пластины растений опрыскиваем HB101. Вы можете использовать любой биостимулятор, к которому вы привыкли. Затем растение отправится в тепличку, где будут созданы почти идеальные условия. Хорошее освещение, влажность высокая и высокая температура. Так что со временем эти растения превращаются в больших красавцев. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам самого доброго.